Это шляпа для праздника Иллезуммер. Сюда вставляются банки для пива. А вот этот шпондер Польша. Какое сало, видите, да, это как это называют эстонцы ля пикасвон лига. Клубничный, со вкусом крем-брюле. Конфеты без сахара. Смотрите, сколько здесь всего. Удобно. Горчит. Взял на дачу, взял в поход, взял на рыбалку. В лесу. А здесь 3,50 сушеные белые грибы. Это абсолютно натуральная пастила. И там... МК 5 евро. 50. Девочки, 2,50. Мы уже в Тондераба. Здравствуйте всем. Всех с Днем защиты детей. Кто себя относит к этому, к этой категории. Даже я себя отношу к этому. А в Тондераба парке сегодня бесплатное мероприятие. А мы здесь на остановочке балуем от партии центристов. Балуют всех бесплатными горячими душистыми блинчиками с вареньем, со сметанкой. И проводим опросы. Дарим ручечки. Опрос такой, что может быть, у вас есть какие-то предложения по поводу района Ласнами, может быть, какие-то замечания, может быть, у вас есть на что пожаловаться, что похвалить, что предложить. Подходите, пишите, или мне вот здесь в комментариях тоже оставляйте свои пожелания, вопросы или еще какие-то замечания, или что вы хотите сказать. Все будет передано, обсуждено и донесено до верхов. Наша команда трудится, не покладая рук. И поварешек. Смотрите, все пишут, да, пишут. Наверное, что-то хорошее пишут. Блинчики. И конфетки, и ручки, и все. Это еще до начала. Сейчас будем угощать. Через путь, я думаю, через минут 20. Готовимся. Мы с ребятами накормили сегодня, наверное, весь район ластными блинами. Устали, все устали. Очень много пообщались. Вот ребята стояли, объясняли. Очень много всяких вопросов было. Очень много, я слышала краем уха, что от блинов было не оторваться. Очень много вы заполняли этих бланков предложения. Разные вопросы, вот эти вот бланки заполняли. В общем, вы очень много там полезной информации. Я видела... Слышала, что вы все вот это вот разузнали. И блинчиками тоже все угостились. Сегодня были и с вареньем, и с сахарной пудрой, и со сметанкой. И очень много сегодня пришло зрителей. Просто пообщаться, пообниматься. Спасибо вам большое за ваши добрые слова, за ваши пожелания, за то, что смотрите. Спасибо, что фотографировались, подходили. Очень было приятно. Столько добрых слов просто вот от зрителей. И даже приходили с подарками. Спасибо за слова. Приезжали просто, говорят, я приехала специально, я знала, что вы будете, что хотела вам сказать. Спасибо за вот ваш труд, за ваши видео. Спасибо за ваши добрые слова. Смотрите, что мне подарили. Я буду кофе пить, конфетами. И что-то еще сказали. Смотри, Яна, это на память. Что-то здесь очень интересное на память. Ой, красиво как, смотрите. А что это такое? Ой, упаковка вообще. Боже, что это за красота? Ой, свечка, что ли? Окажется, что баночка с малиновым вареньем. Пахнет! Боже, хочется сразу немедленно на булку намазать. Невероятный аромат. Свечка и малина, но натурально, но
Прямо слюнки текут. Спасибо большое. Я, наверное, просто вот поставлю, мне жалко ее жечь. И она будет как, знаете, аромат от меня в комнате. Сейчас прямо наполнилась комната ароматом малины. Спасибо большое, мои хорошие, за ваши добрые пожелания, теплые слова, за ваши подарки. Это так приятно. Спасибо большое. На память, да. Это на память. Спасибо. Поставлю вот у себя здесь на комоде, и будет она стоять, и вот так вот аромат такой будет. А это кофе. Спасибо. Доброе утро, мои хорошие. Тереомикус вам всем. Да, это уже на следующее утро. Я пью кофе с подаренными мне конфетами Рафаэлло. И мы собираемся с мужем по делам. Вместо 1000 слов. Ой, как там в рекламе? Хорошая реклама. Правильная. Так вот, вместо 1000 слов. Это свежка, слушайте. Спасибо вам огромное. Я вам комментарий написала, что я пью кофе с вашим Рафаэлло. Так и есть. Тебе тоже надо Рафаэлло? У тебя свои кошачьи Рафаэлки. Сейчас с вами едем по делам. Сегодня мы будем с вами не только в нашем столичном районе Ласными. Сегодня с вами очутимся в районе Уисме. Мы с вами были, мы тоже будем там по делам. Сегодня в Уисме еще поедем. Там тоже дела. Что-нибудь там с вами интересное тоже найдем. Мы-то по всему городу носимся, да? Ну, помаши лапой зрителям. Помаши лапой зрителям. Скажи привет. Беги. Допиваю кофе и бежим. Все. А так я, знаете, как начну. Кстати, вчера еще пришла посылка. Пришла вот эта вот крепежка для качели на дерево. Да-да-да. Все сразу не рассказать. Значит, вчера день прошел прекрасно. Вот этот праздник, День защиты детей. Кто-то из вас писал, что вы там типа в одиночку стояли. Где же дети? В Тонде Рапов самом был праздник. Старейшина раздавал, вот Ласна Малина Валицус раздавал мороженое. Там очень много было мероприятий. Мы стояли немножечко в другой стороне. Наша партия, вот, и было очень, конечно, замечательно и все, и сам праздник у меня, честно, не хватило сил вам идти показывать, потому что что-то я устала от блинов, от всего устала, поэтому я уже сам праздник не пошла показывать, вот. Так что все равно все было замечательно, наобщались и там, и сям, и везде, и детишки были все довольны, и взрослые, я так поняла, тоже. Так, а сегодня я уже отдохнула, мы бежим с вами по делам. И теперь мы с вами уже на ЭХТТ 107. А вот мы все время с вами то в Ласными, потом нас с вами занесло в Мустаме, мы с вами побывали, а вот в Уисме. Бывали ли мы с вами в Уисме? Что-то вот не очень. И сегодня повезло мне, мы с вами в Уисме. Я вот люблю по магазинам бегать. Ну, вы, наверное, поняли. Я приехала здесь в Пепко, набрала Кристине вещей, и теперь мы с вами вот здесь, это все ЭХТТ 107. И теперь я нашла здесь еще один магазин, сейчас я вам хочу его показать. Пепко, ну я 1000 раз показывала, вам, наверное, это не интересно, но он везде одинаковый, да? А вот здесь магазинчик, этого вы не знаете. Здесь магазин Риме за мной. Здесь вообще комплекс очень большой вот этих магазинов. Там Пепко, я уж туда сходила. Казино. Не, казино я не ходила. И здесь вот в этот Риме я зашла. И здесь мне понравился магазин. Я вот вышла вам показать. Заходите прямо в Риме. Здесь цветочный. И магазин нашла вот такой. Называется Мальма Пот. Все кухни мира. Короче, все кухни мира. И здесь вот такой вот сборный магазинчик. Хотела вам показать. Здесь вот всякое есть. Давайте быстренько пробежимся. Значит, что здесь? Мед эстонский. Эстима. Килограмм 30 евро. Тут вот по 15. Есть разные баночки, даже шишки. Но это уже не эстонские. Шишки.
Я все хочу сварить варенье из шишек. Из акации есть, вересковый есть, и есть тима. Все это Унгария, это венгерский. Липовый, свежий, 13 евро, это уже этого года. Лесной. И тут всякие, в общем, разные. Мне понравилось, что здесь микс, сейчас увидите, здесь всякие разные вот сбор. Вдруг лимонад буратино, садочек. Я нашла здесь грушевые вот эти вот лимонады, как раньше, 3 евро. Апельсин. Вот эти вот все такие, как раньше, лимонадики. Ай, какая прелесть. Доширак 3,50. Кому надо. Дачи, рыбалки, походы. И, может, кого жена выгнала из дома, не знаю. Знаете, поссорились. В гараж ушел, заварил себя там. Так, что здесь еще есть? Из БАДов что-то. Кальций, магний. 10 евро. Магний форте. Настойка прополиса. Огневка мумиё. 30 штук. Восковая моль. У меня дома есть только моль такая, знаете, которая летает. Я ее теперь зажала шубу в этот вакуумный пакет. Теперь у меня и такой моли нет. Ну, вот такие еще огневки. Усиленная формула с экстрактами трав для печени, для сердца. 100 мл настоечки, масло тыквенное, льняное пищевое, расторопши. А это что? Мазь еще с этим, с облепихой. От похмелья, как я так далеко туда, куда-то заныкана. А зря трава от похмелья. Надо поближе, мне кажется, в такое время. А здесь что-то еще такое. Крем-карандаш с прополисом, горькой полынью. Цикория. Там лечебные, противопростудные всякие разные чайки. 3,50. Зубные пасты Помарин. 4,20. Свечки. Ой, я знаю, что... Ой, смотрите, какие разные. Синие, зеленые. Я знаю, что... Красные же на Пасху. Евро 50. Ой. Монастырские восковые. Божечки. Медовые восковые. Ну-ка, подождите-ка. Вот эти все освященные в нашем Пюхтицком монастыре, я спросила, а эти красятся, и их очень-очень сложно красить, объясняет продавец. А это в Пюхтицах у нас освященные, представляете, по 20 центов пюхтицкие свечечки. Так, тут лимонады. Что еще? Кисель. Кто грыз кисель в детстве? Кто не грыз, у того не было детства. Чай майский, Иван-чай. Ричард. О, слабость мужа. Вот он может, мне кажется, здесь все выпить. Он любит классический вот этот, а я люблю, чтобы туда что-то было добавлено. Вот очень хороший здесь. И с жасмином есть, и с черникой есть. Вот классика, вот этот вот. И всякий очень хороший. Не знаю, как вы. Вот он прям вот настоящий ядреный такой нормальный чай. Все остальные, они как такая, знаете, ерунда. Не знаю, мы Ричард этот пьем, обожаем его. Чага тут есть. Здесь прям вот такой, знаете, сбор какой-то вот со всех магазинов, мне так показалось. А это Ричард, но подарочные такие варианты. Красивые такие. Пошел, подарил. Такое не стыдно подарить, я вам хочу сказать. Такие по 6 евро. Вот такие наборы, смотрите. Чаев. Так, что тут еще есть? Цикорий. Это кто увлекается? Цикорий натуральный. Жидкий, кстати, есть. 6,50. Сухой такой вот, сушеный, растворимый, или как это, 8,90. Шиповник растворимый есть. Какао-порошок «Красный Октябрь». Последний раз я его видела в Питере. Кто-то меня просил привозить, я помню, «Красный Октябрь» по какао. Боже мой. Цикорий «Доброе утро», натуральный растворимый порошкообразный. У меня здесь как улыбка расплылась, так она не уходит.
с лимония, с экстрактами лимонника и облепихи. 3 евро. Бабушкин хуторок. Какие-то карамельки по 2 евро пакетики. Здорово. Так, что еще есть? Во, это уже наша тема. Колбаски. Президентская. Любительская. Бычки в томатном соусе. Сайра. Докторская. Литва и Польша. А здесь конфеты. Маска 23 евро килограмм. Такие вот разные. О, мои любимые. Вот я обожаю с кофе вот эти вот крупская с начинкой. Бабаевские вот не очень. А вот эта крупская с начинкой, это все. Белочка. Аленка. Ну, в общем, все. Сайра 5 евро. И вот эти вот колбасы. Надо что-то взять. И даже можно отрезать. Смотрите, какая она нежная на разрезе. Сейчас слышала, девушка брала вот эту президентскую еще какую-то. Еще что-то брала, тоже хочу. Тульские пряники, подушечки. Как у меня их бабушка любила, вот эти подушечки. Грызла их прям с чаем. А чай она пила всегда с молоком. 12 евро килограмм. Вот этот пакетик 5,50. Сахарные подушечки. Я в детстве помню сначала, и вот ее сосешь, она такая гладкая становится, потому что сахар вот этот слизывается весь. Тульские пряники мягкие, 2,50. Вот этот шпондер Польша. Какое сало, видите, да, это как это называют эстонцы ля пикасвант, лига. Что-то у меня со слюноотделением. Продолжим про халву. Халва тут всякая разная. И сало, солонина по-домашнему. Не знаю, мне магазин понравился. Я бы хотела здесь бы всякого. И вот еще что здесь я сейчас увидела. Что-то за агрегат такой. 25 евро. Сейчас меня отсюда выведут под белые рученьки. Подождите, пойду спрошу продавца. Нет, полицию пока не вызвали. Значит, это шляпа, друзья мои. Специальное обмундирование для праздника Иллезумер. Сюда вставляются эти бокалы, да? Банки для пива. Банки для пива, и туда вот эти вот. И в рот. И вы ходите, и у вас руки свободные, и вы пьете бесконечно. 25 евро стоит такой агрегат. И тут как капельница. Капельно можете пить. Это приблуда, в общем, не продается нигде. Я такой первый раз вижу, честно говоря. Для Иллезумера вот. Если вы не готовы к Иллезумеру, то вы очень напрасно. Вот в этом магазине такое есть. Я не видела нигде. Так, ну что мы с вами будем брать? Я лично хочу что-нибудь из колбасы. Я бы хотела что-нибудь... Что мы с вами еще? Лимонада надо. Чаю надо. И вот это, конечно, надо. Так что на Иллезумере вы легко меня узнаете. И вообще, я думаю, может быть, мне вообще ходить по городу так? А почему только Иллезумер, между прочим? Вот так вот на Иллезумер раз оденешь, а потом привыкнешь. А женское, между прочим, алкоголизм лечится очень сложно. И вообще, говорят, не лечится. Здесь, кстати, сушеная рыба с Чудского. Плотва здесь поменьше, а здесь, я смотрю, большая такая. Икра. Вот эта имитация тоже есть 5,50. Печень трески, между прочим, деликатес. Знаете, как ее, да, готовят там с рубленными яйцами, с зеленым лучком. Сайра, горбуша в консервах 5 евро тоже есть. Сырки Дружба.
Ну что же вы еще хотите? 3-4 сырка, поджарка в суп, 3-4 таких сырка, и у вас сырный суп великолепный. 15 евро это наша эстонская минога, деликатес. Всевозможные соусы. Это моя слабость. Ой, как я их люблю. По 2,50 так примерно. 2,80, 2,50 вот эти прекрасные соусы. Ряба, сырный, цезарь, кисло-сладкий, тартар. Ой, это прекрасно. Полочка всякой всячины. Но хочу заметить, что в этом магазине нету ничего просроченного. Здесь абсолютно каждый продукт с хорошим сроком годности. Но все равно есть всякая всячина. И вот это мой любимый отдел в каждом магазине. Покопаться эдакого всякого такого. Срок хороший, а цена тоже. За 80, ну, дубайский. Он вечно почему-то дорогой. Чего он такой дорогой? За что? Я не знаю. Что здесь? Вот всякие вафельки такие вот хорошие. Печенье по 3 евро. Зефир вон какой милый, смотрите. Милота какая. Красота. 3,50 печенье вон с малиной. Топленое молоко, конфета. А это петушок какой-то тут идет. Здесь можно покопаться. Отломи конфеты. Отломи и проглоти. Аленка за 2 евро. И потом еще вот такие каноли. Там с начинкой кокос, малина, всякие разные такие вкусные трубочки. Короче, по-нашему это трубочки. И здесь тоже конфеты. Вафельные тортики, Аленка. Грильяжики всякие. Шоколадки. Так, что еще здесь есть? Зефиры по 5 евро. Клубничный, со вкусом крем-брюле. Клюквенный, пастила с ароматом ванили. Лимонные, какие хотите. Чаи. Правильно, потому что чай купил, сразу к чаю. Правильное построение в магазине. Пришла мысль мне купить чай, сразу ниже, что к чаю. Правильно? Правильно. Конфеты с имбирем. 25 калорий в одной конфете. Со вкусом крем-брюле. А здесь карамель, клубника со сливками. 3,50. Зефир 5 евро. Мука, алтайская сказка. Мальдивы без сахара. Печенье или что это? Конфеты без сахара, девочки, мальчики. Кто без сахара должен, или как вот так жизнь пришла к тому, что надо без сахара, то здесь это тоже есть. А сушечки здесь вообще произведение искусства. Мне мама все рассказывает о том, что когда она раньше ездила в поезде, там давали в стаканах, знаете, вот этих вот подстаканниках чай крепкий, горячий. Там были ванильные, сладкие, гладкие сушки. И вот таких вот она вот больше нигде никогда не ела. Ванильные, гладкие, определенного размера. Вот она мне вот про эти сушки все рассказывает. И здесь целый ряд и выбор, и пряников, кстати. Мне так кажется, что они с вареньем. Пряник с шоколадной чего-то. С начинкой, творожный вкус. Ой, ну все, никогда я не похудею. Вот такие, видите, маленькие, хорошенькие, 4,62. Вот это вот все такие сушечки здесь разные. А это с семечками сезама. Хрен вам и чеснок. Вот так вам. Чипсов много разных со всяким вкусом. Креветка, 0 жира, без карциногенов. Вот они, диетические, наконец нашла я чипсы. А вы говорили. Есть диетические. Чипсы мира. Со вкусом жареных лисичек, со сметаной, с сыром, с луком, с лобстером. Вот так вот. Будем жить с вами богато. С лобстером есть чипсы. Русская картошка с салом. Ай, хорошо как. Соленые грузди. Ну, вообще. Так, а здесь что? Консервы. Томатные консервы. Ай, как вот всяких много разных. Ух ты.
Аджика царская, краснодарский соус, аджика абхазская, кебаб, соль. Я, знаете, когда с Анапы ехала, я вот этой соли всякой адыгейской, всякой сколько я ее привезла. Вот. Как я ею, как мне она нравилась, вот эти. Потом я долго ее искала в Таллине, где-то находила на рынках, на каких-то. Здесь тоже есть адыгейская соль, вкусная соль. Вот это с приправами. Я с Краснодарского края тогда тащила, я помню. Ой. Сайра, аджика, соусы разные. Смотрите, сколько здесь всего. Горчица крепкая, томатная паста, гранатовый соус. Такое все. И такие небольшие баночки, удобно. Азербайджанские варенья. А это вот мы с вами кисель кусали. А гороховый суп вы когда-нибудь кусали? Вот вы, значит, много пропустили. Вот это точно удобно. Взял на дачу, взял в поход, взял на рыбалку. Варить 30 минут. Кому варить никак, значит, кусает. Гороховый суп со вкусом копчености. Бабушкин хуторок. Суп для варки гороховый. Брикет 2,50. Удобнейшая вещь. Согласитесь. Огурцы с листом дуба. Значит, они хрустят, да? Я правильно понимаю? Смотрите, сколько здесь всего. Краснодарский соус. Хреновина. Это, наверное, для хейтеров. Это консерва для хейтеров тут. Рыжики. Опята. Огурцы хрустящие. А здесь белые сушеные. Вот вы все собирай. Там медведи в лесу. А здесь 3,50 сушеные белые грибы. О, и все, и красота. Ой, ты такой хорошенький. Ты такой хорошенький. Чебурашка из фильма. Помните, да? Я в интернете смотрела. До Таллина все-таки этот фильм так и не дошел. В Нарве было один, по-моему, или сколько-то сеансов. В Таллине так и не прошел. Чебурашка, вот этот вот фильм новой серии, смотрела по интернету, хороший такой. Мармеладные конфеты со вкусом, как вы думаете, чего? С каким вкусом могут быть чебурашкины мармеладки? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Как вы думаете? Кто угадает? Пишите, жду. Очень много разных конфет, печений, коровка. Вот это она, когда еще с вареной сгущенкой, с топленым там молоком или с чем-то. Ой, ну все кухни мира, я точно вам говорю. Конфеты разные, таежные. Смотрите, какая карамелька, 2,70 в виде шишечки с начинкой. Начинка клюква. Приятно такое, да. Ой, не могу, все хочу. Ну что такое? У меня, я, может, этот голик, что ли? Желейный барбарисовый вкус. Всякие вот такие лимончики с брусникой, морожкой. Мне еще, когда это все душевненько вот так, то я все пропала. Крупской. Особый шоколад Крупской, конфеты 13 евро. Птичье молоко. Вкусно. Конфеты ликерные. Грильяж в шоколаде. Спартак. Ассорти славянка. Вот эти очень вкусные, кстати. Эти знаю, визит. Вот у них так, вот так у них внутри, это очень вкусно. Это кремлина. Я ее хотела купить. Где-то у нас в каком-то магазине видела. Забыла в каком. И так не купила. И не то их разбирают, так знаете, везде это моментально. Мушкетеры. Но вот это название. Так, а кремлина стоит здесь 25. Ну, это вещи хорошие. Она, кстати, очень толстая такая коробка. Вот, Крупской тоже. Сколько здесь коробок. А вот это белевская пастила 5 евро. Мне привозили из Питера, дарили в Питере, когда мы с Кристиной все ездили к этим логопедам и так далее.
девочки мои дарили. Это абсолютно натуральная пастила. И там что-то еще было. Вот, пастила еще у них, да, не помню что. Короче, это абсолютно натуральные вещи. Без добавления чего-либо там. Вот это вещи классные совершенно. 5 евро, пастила с алтайским медом. Да, вот это сами питерцы, для них это было, как сказать, дефицит. И вот они дарили нам, я помню, белочка, вафельные тортики, крупской, этот полярный мишка, чуть-чуть кислинка, и вот это очень вкусно. Сухой, он такой, знаете, торт хрустит хорошо. Мишка, косолап, это все, коровка. Я не вижу здесь невкусных вещей, безобразие просто. Ну что ж такое, москвичка, карамель, шоколадный глазурь. А здесь алые паруса. Вы кто-нибудь видел алые паруса? Ну да, я понимаю, что вы из Питера смотрите многие это, я понимаю. Я видела, мы с Кристиной. Я Кристину, не знаю, сколько ей было лет, я ее на руках держала, сколько часов мы видели. Так, что это здесь такое? Этот зефир с ароматом рома. Да. А это какая-то вода. Байкал, Дюшес, Тархун. В общем, магазин воспоминания, магазин ностальгия, сон, мечта. Да. Белевская пастила из печеных антоновских яблок. Вот так. Представляете? Это еще не все. У них еще здесь есть вот этот центральный стол. Здесь, наверное, волшебная шкатулка. А здесь, значит, инжир сушеный 5 евро, грецкие орехи 3,50. Приправы разные. Я вот сейчас, когда поеду на дачу, у нас традиция. Каждый год перед дачей мы делаем очень много котлет. Я вот эти вот котлеты, как это называется, котлеты, приправы, да, надо мне. И вот, во-во-во, для мясного фарша. Кавказские травы, вот это вот все. Для салатов, всякие семечки, там вот 3 евро, вот это тоже здесь надо набрать. Халва разная тут. Кунжут, вот посыпать. Кунжут, где-то я у них видела, здесь прямо такие большие пакеты тоже есть. Кунжут, хмели сунели, морковь по-корейски острая. А вот это 5 евро, сок имбиря с лимоном. Классная вещь. Капельку куда-нибудь капнул. Не очень полезно для иммунитета, ведь правильно? Халва и развесная, и такая. У меня муж халву любит, просто ужас как. И худющий, зараза. Ну вот они. А это льняное семя. Это девочкам надо очень-очень увлекаться таким. Ну, сами знаете. Зефир мягкий, конечно, да. Зараза. Все хочу. Так. Это я еще видела тыквенные семечки. Помните, от чего они нужны, да? Все помнят, от чего нужны. Чернослив 5,50, а это финики огромные. 4 евро. Смотрите, такие даже на 2 фаланги. Фисташки. И тут и солененькая рыбка, и фисташки, и сухофрукты. В общем, здесь на все, и на сладенькое, и на солененькое, лишь бы где-нибудь сидеть, вот так вот, и что-то грызть. И я не YouTube смотреть, правильно или нет? Правильно. Да. А кто будет кушать эти орешки, то будет вот так. Это рыбка всякая. Тоже, кстати, очень вкусно где-то мы брали. И потом вот это с пивком. Ой, вкуснотища. Это тоже какое-то такое что-то вкусное. А это клюква. Клюковка. Все здесь вкусно, все здесь хорошо, все мне нравится. А это, наверное, чтобы килечку мариновать. Знаете, вот эти вот перчик и кильку. А это, наверное, тмин, да, что ли? Да, это приправки. Вот сейчас, когда начнешь, там все эти соленья, варенье. Особенно я начну. У меня будет целый помидор, что вы. И целый огурец, наверное. Вот такой магазин. А теперь самое сладкое. Я положу, наконец, камеру и начну покупать.
сейчас покажу, что купила в Пепко. В Пепко купила для Кристины чисто футболок, таких купальников, ну, ерунды такой, знаете, на сезон, и выкинуть не жалко. Все очень недорого. Ну, вот такие вот купальничек такой. Что там стоит? Ничего не стоит. По 5 евро трусики. Ну, он отдельно продается, да? 5 евро низ. И столько же, наверное, вверх. И 5 евро вверх. То есть за десятку купальник. Ну, вот такой, да? Купила еще такой, но это может там где-то вечером купаться. Он вообще стоил. А тоже столько же. 7 вверх. А он весь 7 был. Весь. А потом вот такие футболки. Вот это вот на дачу, куда-нибудь там еще, я не знаю, по 6 евро. Такая. Ну, у нее уже не из детского отдела, как бы там, а вот эти всякие эмки, да, эски, женские. 5 евро. А вот такая, как Ришелье, эмка. 5 евро. Смотрите, какие хорошенькие. Тут бельишко, вискоза, ну, такой сарафанчик, халатик. Нет, ну, платьишко. 10. Очень милая. Тоже вот еще там с шортиками. За 2,50, девочки. 2,50. Ну, и вот такая вот всякая. Да, ребедень. Не жалко, знаете, относилась все 4,50. Вот. Вот такого вот накупила. Купила колбаски, купила там вот это ля пикас вантлиха в этом магазине, который мне очень понравился, Мальма Пот. Но попробуем с вами, продегустируем уже в другом видео, потому что я думаю, что вы так долго меня не выдержите. Слишком длинные ролики. А может выдержите? Ну, в общем, вы пишите, если такие очень длинные форматы вас устраивают, тогда я могу и дегустировать в этом, и пробовать. А так очень сильно длинно получается. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Мы пойдем дегустировать вот эту вот колбаску ветчинку. Это ля пикас вантлиха. Об этом в следующем видео. Не в следующем, а в одном из расскажу.